Я ебался в андеграунд 1008 лет назад. Такие ты не знаю, ты хватили в детсад. А я вместо школы играл в ФС и мечтал купить Nissan за 350. В школе было вульгарно, школа клевая штука, как и вся ваша музыка, если без звука. Мои фэны у сцены, возле дома мои фэны на стриме, и похуй на день недели. Мои фэны в отеле. Прошу мои глубочайшие извинения, мне прямо сейчас решили позвонить. Секунду. Да, все здесь. Мы качаем ПТшки, качаем мили ПТшки. Особенно в туре, и без порох и с дудкой хватает дури. Слава богу, никто не умер. Мы с пацанами еще те придурки, особенно в туре. Все долбоебы давно ливнули. Слава богу, никто не умер. Мои фэны у сцены, возле дома мои фэны. У меня, к сожалению, сейчас не так много денег, чтобы бить Суа, к сожалению. Вот, поэтому придется бахать на наших товарищей-культистов, сколько сможем. Ну, учитывая, что нам дается по 2%, сейчас иксы зарядили, то это в целом не очень-то и плохо, если так подумать. Даже на удивление дают примерно по проценту за эту мразь, за зеленую. Ну, я здесь не за левелингом пришел, к счастью или нет. У нас сегодня именно прям такая просто прокачка ПДшек. Потому что потом, пока мы будем качать, скорее всего, апнем еще и 41-й, чтобы нас потом забрали на АВК качаться. Чтобы тебя не забыли. Мой квадратный километр в мягких тапочках от Луи. В Америке ждут куплетов, в Америке залетуют. Боится падать не в валяшке, чтоб не выпустить изнутри. Но можно не бояться и въебаться DMT. Но можно не бояться взять и на все забить. Пусть хуево в интернете подскажет, как надо жить. Надо учитывать, что у меня всего 7 стаков хилок. И я очень надеюсь хоть что-то здесь нафармить, потому что, ну, у меня денег буквально уже просто нет. Я не думаю о бабках и не думаю обо мне. Все мы были в непонятках, все мы были наравне. Моменты потрясений, как отпечатки памяти. Пялю на Москву через иллюминатор в саммите. Поменяйте беттеры, да хуя трансеттеры. Нахуй этих рэперов, нахуй этих рэперов. Сладких доктор Пепперов. Они упаковками продаются в метры. Они платят нам, наш тим платит нам. Жаркий как вьетнам, каждый из моих братиков. Если ты план, мы навсегда Антарктика. Мы все номера, сколько мне напирать.
Так, 73 из 80. Так, а сколько наши 17,9? Ну, уже можно считать 18. Сейчас подумаю, может я просто буду реально качаться. 19,4, 1,5% дают. Нормально. Можно и покачаться. Если любить орех, можно поймать белку в сцене. Можно любить грибы и стать как Марио из Дэнди. Мы уличные дети в пуховике от Фэнди. Уличные дети, бензин в пакете. Вестибулярный аппарат сегодня рад. Биполярный псих сегодня аристократ. Канцелярским ножиком вырежу облака. И мы будем наблюдать охуительный закат. Это трэп хаус рок, он ебал все в рот. Это трэп хаус рок, это новый Вудсток. Это трэп хаус рок, трясись пока не сдох. Это трэп хаус рок, и больше ничего. Я рок-звезда, я рэп-звезда, я поп-звезда. Всем вам снова пизда. Нахуй ты такой душный, нахуй ты такой дружный, что аж тошно. Нахуй ты такой ушлый, чё такое ебало сложно. Я вне игры, со мной андердоги. Секс, музыка и наркотики. Удаляем чаты, зачищаем хаты, все зависит от того, что скажут адвокаты, Это трэп хаус рок, когда светит срок. Это трэп хаус рок, и больше ничего. Я рэп-звезда, я поп-звезда. Всем вам снова пизда. Я рок-звезда, я рэп-звезда, я поп-звезда. Всем вам снова пизда. Это трэп хаус рок, он ебал все в рот. Это трэп хаус рок, это новый Вудсток. Это трэп хаус рок, трясись пока не сдох. Это трэп хаус рок, и больше ничего. Это трэп хаус рок, он ебал все в рот. Это трэп хаус рок, это новый Вудсток. Это трэп хаус рок, трясись пока не сдох. Это трэп хаус рок, и больше ничего. 27%, нормально. Конечно, тает прямо на глазах нашей хилки. Что это? Мягкие серьги огня на ко. Странно, что они почему не тут выпали. Потому что и не тут, но все равно. Ладно. Кубики льда в стакане иксов. Не могут остаться, не могут и все. Отморозки ничего не боятся. Нам остается лишь растворяться. Ты мой самый худший друг, ты мой самый лучший враг. Без тебя мне не спастись от панических атак. Я скучаю по тебе, месяца не в себе все аккаунты. Может быть и воу, но нет, это просто РФ-ка. Мне, честно говоря, даже немножко лень сходить включить свет, чтобы мое ебало было видно лишь
Блять, пока показывал, где свет включать, я не успел отойти, сука. Сейчас я свет включу. Раз уж я умер. Ой, бля. Ты мой самый худший друг. Ебучий замкнутый круг. Ты можешь проложить какой угодно маршрут. Я просто пассажир, я ничего не скажу. Люди смотрят мультики, люди смотрят порно. Люди занимаются. Ну, гасил, теперь болит. Не болит, знаете, щекот, не щекочет, а колется. Ой, все. Ай-яй-яй. Ну, сюда еще и пошел, кайф. Не могут остаться, не могут и все. Отморозки ничего не боятся. Нам остается лишь растворяться. Кубики льда в стакане иксов. Не могут остаться, не могут и все. Нормально. Отморозки ничего не боятся. Нам остается лишь растворяться. Так, 35. Я думаю, с такими иксами мы, может быть, даже 42-й возьмем. Если я подыхать не буду, мне банк хватит. Ну, хорошо, у меня есть сет на 41 левел, что в целом уже неплохо. Не полный, правда.
стабилизаторы, транквилизаторы. Я одену кроссовки пиздатые, танцую в твоей голове. Транквилизаторы. Я видел, как люди растут в инкубаторе. Все равно танцую в твоей голове. Туда-сюда, туда-сюда. Соленая вода выделяется телом. Линия жизни в этом отеле. На зеркале нарисовано белым. Туда-сюда, туда-сюда. Я кайфую с такой атмосферой. Блин, так по кайфу на 7 ему пол хп за 20 кило, это вообще, еще когда его миссы идут, ты просто даже банки не тратишь, такое удовольствие, блять. Вот в этот момент ты реально начинаешь получать удовольствие, просто удовольствие. Ой, так мне уже много нужно для кайфа. Шейк. Они хотят, чтобы я позвонил. Заряженный как молодой шейк. Они хотят, чтобы я позвонил. Шейк. Я не хочу писать, я просто бухаю, тварь. Что ты хотел сказать? Сраный кусок дерьма. Куда тебе нахуй, блядь? Закрой свой ебаный рот. Ты хочешь меня учить, но ты сам нихуя не торт. Заряженный как молодой шейк. Шейк. Они хотят, чтобы я позвонил. Кью. Заряженный как молодой шейк. Они хотят, чтобы я позвонил. Кью. Святая граната, осколки в виде молитв. Похуй на радио, похуй на телек, на мероприятиях, на то, что хотели, на то, что потратили. Мое поведение, вы мне неприятели. Пацаны с улицы сюда не сунутся. Они знают, кто тут тусуется. Кто тебе тащится, твоя курица. Мы позовем, и набери обоится. Пацаны с улицы сюда не сунутся. Они знают, кто тут тусуется. Кто тебе тащится, твоя курица. Мы позовем, и набери обоится. Заряженный как молодой шейк. Они хотят, чтобы я позвонил. Кью. Заряженный как молодой шейк. Они хотят, чтобы я 47% осталось, еще 5-6. заряженный как молодой шейк. 6 стаков, блять. Они хотят, чтобы я позвонил. Кью. Заряженный как молодой шейк. Я на грани банкротства. Хотят, чтобы я позвонил. Кью. А за что? А что за ждем стрима? Ну там как бы сегодня альфа показывают в 9:00. Поэтому я параллельно пока буду качать ПТшки и качаться в РФ, посмотрю, что нам покажут на AoC Качаем. Заодно и покомментирую. Это говно. Я уже случайно закомментил, спойлернул случайно все свои комментарии. Но может быть мы увидим что-то, что более меня шокирует, чем сам факт того, что это кусок говна. Сюда не сунутся. Они знают, кто тут тусуется. По тебе тащится твоя курица. Мы позовем, она переобуется. Это самурай. Цена работает. Мода как погода. Нихуя нового. Мода как погода. Чаще всего хуёвая. Мода как погода.
Да, давай хамство без Б. Урай. Ха, это сам рай. Чем нужно. Ты пенсиум третий, тебе срочно нужна апгрейд и перезагрузка. Я делаю это на русском, чтобы ты охуел от нагрузки. Разве что на уши нагрузки. Ой, ой. OG. Папа мной гордится, взорванный мазафаки. Хай, это самурай. Это 57%. Инициатива идет инициаторы, и все об этом знают. Именно поэтому в наше время дорого ее покупают. Все тайное становится явным. Рано или поздно всем придется скопытиться. И останутся после тебя недопитые американо с окурками в пепельнице. Я помню, как мне говорила учительница, что из меня ничего не получится. Те, кто учились отлично, они, блядь, до сих пор учатся. Мои сумки пятерки, хотя я учился на тройке. Был не самым красивым ребенком, а сейчас вроде ничего такой. Во всяком случае так говорят. А про меня дохуя говорят. Большую часть нагло выдумывают и пиздят, но мне как-то не грустно. В жизни все относительно. Нет хорошего, нет плохого. Все приблизительно. Мое лицо на баночке колы не значит, что я всю жизнь буду любить ее. Чё хочу, думаю, чё хочу, говорю. Срастишь, если ты не тупица. Я просто живой пример того, что самому можно чего-то добиться. У кого что болит, тот о том и пиздит. Высокие намерения с высокомерием путать не надо, я не эстрада. Все заебало, меня все заебало. Даже в зеркале собственное ебало, и то заебало. Все заебало. Что если я буду депесить с бафом на депос? По нашим роботам. Ну-ка давай. Бам, нахуй, 4 с половой. Бам, еще 2. Вот это вкусняха, конечно. Да. Абсолютно другой разговор, знаете. Бам, нахуй. Повалено. Для начала ловите несколько идей. Если вы не выспались, скройте усталость маской с бьюти-эффектом. Если часовой созвон с родителями уже утомил, развлекайтесь масками котика. А если у вашего друга хорошее чувство юмора... Hello, не вижу интернет, с телефона не прогружает. А, маленький, я 40-й. Ну все, дальше придумывайте вы. Маска сама себя не... Надо, кстати, у меня сейчас баф закончится, я пойду спрошу в гильдии, может там сейчас где-то кто-то кого-то качает. Может быть, присосусь просто. Я лежу на полу и смотрю в потолок среди мусора и помятых пачек и сигарет. На полу с подогревом я ничего
Сейчас уже буду 41-м. Не, на 41 сейчас апну, а потом пойду спрошу на тему кача. Если нигде нет, то тогда придется где-то пока дальше качаться. Я знаю, там на всех есть отдельное досье, кто как и на чем висел. Ты ходил в армию, я ходил в ванну. Не дружу с головой, зато дружу с кармой. Две таблетки. Зато, я думаю, мили точно прокачаем. Денег на, к сожалению, дальку 45-40 у меня нет. Но... на предателях не быстрее. Я вот, кстати, об этом думал. Но я не знаю, будет ли меня там ебать, потому что здесь, типа, народа-то немало играет. Вот. И, типа, не самое приятное удовольствие там бегать, скажу так. Я сейчас апну 41-ю, пойду посмотрю, что там. Может, почему нет? Ничего не потеряем с этого, так что. Мама, моя. Спасибо за мысль, кстати, что я вообще даже о них вообще забыл. %81%. До левела мне банок хватит, так что в целом уже неплохо. Так, 80 секунд до конца бафа, надо чуть-чуть ускориться. Когда тебя увидел, это было как в фильме. Уехала на такси, не оставила мобильный. Каково было мое удивление, когда вокруг меня все так любят. Это как солнечное затмение, только света дальше не будет. Я проводил параллели и доебался до твоей подруги, чтобы она мне дала твои цифры где-то на 3-й сутки. Ночь, голодный тамагочи, мне не помочь. Вот только я. То есть это такой байт, я понял. Я понял. Найс. Я не куплюсь на такое. Я знаю твой номер, я не просто фолловер, я кручу на повторе. Командир, я не подскажу. Когда мы жестко висели. Все мои прокачки в РФ онлайн заканчивались тем, что меня протаскивали, потому что я ныл как собака. Хоть last скилл успел дать нормальный, с нормальным бафиком. Теперь будем говно жрать дальше, последние 14%. Дальше перебафиться сейчас будет. Так. Все понял. Бля, сори, я вообще не хелпану. Я, кстати, в свое время, когда вообще начинал играть в РФ-ку, начинал именно за окров, но со временем я просто сменил на белок, потому что мне очень понравились мявки, которые у них есть. И все, я до Солуса, до Солуса, господи, до пустыня, где предатели, я за акров даже не доходил. Поэтому с вашей стороны точно уж не помогло.
вашей базы. Тур. Блин, можно было не взять этот скилл. Ой. Что дальше будем слушать? Дальше у нас пусть будет... Поехали, Салат послушаем. %. Ладно. $95,7. Еще штучки 3. И переоденемся, ура! Ты в Архиш играл? Да, играл в свое время. Если бы точнее, то именно тогда, когда он выходил в ОБТ на России. Даже чуть позже, где-то спустя недели 2 после старта, я только залетел в Архиш, потому что на самом деле он был занят. Вот, и пропустил старт и пошел на 25-й сервер, блять. Ну, он был не 25-м, он был, может, сервером там 10-м, Кириус назывался, и катал на Кириусе. Вот, пока мне не надоело. Ну, точнее, такое чувство, что я твой ник помню очень давно. Ну, если ты играл на сервере, где были Парадайзы, Реды, блять, остальные буду вспомнить. Ура, сэмперлэл. White Lotus'ов помню. Потом Парадайзы стали East Side и West Side. Нет, они стали сюриками, что ли. Сюрелом. Короче, там потом куча переименований было дальше. Они потом прыгали по стену. Ну, такое вообще. Я уже говорить за это не буду, потому что меня там уже не было к этому моменту. Так. Так, хорошо, это на деле. 45-й, 45-й, 45-й. Так, если всем понятно, это не меня все. 45-й, 35-й, 43-й. Все? У меня больше 41 шмоток нет. Ну, хоть что-то. Я покажу тебе грязь, я покажу тебе лето. 2 недели, но все та же тишка. Чувство, будто я всегда... Одеваешь шмотки, точнее, надевай, не надеваешь шмотки, все равно один и тот же дэмэдж по тебе проходит. Нет. Что несправедливость. Ведь я властелин коллег.
Так. Sound resumed. Говорю, вот, он сейчас записывал, когда будет по видеосвязи конференции со своей подругой Ждёмушкой. Уважаемые. Да, Простите, а вы сейчас случайно не качаетесь? случайно качаемся. А маленьких сегодня не качают? Блядские акции. Сегодня это кстати, больших мальчиков, большие мальчики бьются в связи, ой, в печи и... Revelation Atom, да. The Red. Сейчас качаться можно и на бочках, и на пляже, и на водопаде, где угодно. В эконорках, я бы сказал, проще. Все коры, все, кто возмущал, они сейчас все бегают, пытаются нам помешать. Хорошо, мне тогда просто скажите локейшн 41 левел, куда топать. Топ на слайдике. 41 левел, только жаба. ВК или тот самый, Мне надо найти вот там такие свой левелов советский. Вот. Ну вот я сейчас на СО стою. Примерно моего левела. Хорошо, на СО до которого стоит? User left Ну your ты что, сам channel. Суа не убиваешь на 41 уровне? Да убиваю. User joined your channel. ВК, жабы, металькик, что-то такое. Вчера скачивают увеличенные везде до 50 уровня, увеличенные их 30. Ты пробегись в вулкан, посмотри, может там вообще белки где качаются. Не, ну в ходе вулкан стоят атакеры, блядь, блочат ТП и убивают. Понятно. Мыша. Тогда хз что делать? Тут и большие ни хера не качаются, и мелкие. Кто сколько качал? 2,2. 2,2 тоже. Полтора. 1,5. Танки, да. А чего вы сюда переехали? Не знаю, тестируем. Sound muted. Короче, СО мой выход. Да, на Revelation я играл на Атоме, да. А. Ну да, тогда нам остается лишь сидеть здесь, дрочить до посинения. Не очень бы сказал, конечно, что я прям рад этому, но... 3 стака осталось. Да, 2,9. 2,9. Сейчас посмотрим, сколько дадут за одного. Может, сегодня так грустно было. Четыре 1. 2,9. Так, 4,1 минус 2,9. Это 1,2%. Всего надо будет убить 100. Кайф. А мы тратим больше 12 хилок на одну. Об этой фиче ВКонтакте мало кто знает. Попробуйте маски в видеозвонках. Для начала ловите несколько идей. Если вы не выспались, скройте усталость маской с бьюти-эффектом. Если часовой созвон с родителями уже утомил, развлекайтесь масками-котиками. А если у вашего друга Не, уложились сейчас в 7 баночек. Нормально. хорошие диалоги с масками Нормально, жить можно. известных персонажей. 7 баночек. Значит, Придумывайте вы. 1 стак. Сама себя не примет. Ну, можно считать, 10 СО выйдет. 1 стак. 20. 30. 30 на 30 СО у меня хватит. Ну, ладно. Вкуснее на столе. О, братан, я тебя в ТС вижу. У меня что-то кикнули языки, как маленького, а с ТС не убрали, да? Да. Надо, кстати, сказать это. Он меня, блядь, точно кикнет уже скоро. Вкуснее на столе.
остыть, нужно забыть, не сжигай остыть, мосты, нужно расслабиться, нужно остыть. Нужно забыть, не сжигай мосты. Мне нужно расслабиться, нужно остыть. Мне нужно забыть, не сжигай мосты. Мне нужно расслабиться, нужно остыть. Нужно забыть, не сжигай мосты. Я танцую с ней на столе. Я танцую, пока она на мне. Ванны на кухне везде. Я танцую, даже когда я не в себе. Даже когда я убитый, пьяный, сломан, разбитый. Все, я увидел разницу. Там я просто не мог понять разницу в значках между 40 и 48 левелом. Вот, пересмотрел все и увидел ее. Она там действительно есть. Неплохо. Ничего против-то не имею. Я никогда не бодоводил, никогда, ну не бодоводил, вот так вот клонов своих, да, не качал, и так далее, и тому подобное. Ну вы поняли, господи, не клонов, а твинов, господи, такое простое слово, не знаю, почему я его забыл. Бензобак, я. Пьяный весь район, пьяный весь район, пьяный весь район. Пьяный весь район, 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 пьяный. Так, сейчас. Пьяный весь район, пьяный весь район, пьяный весь район, пьяный весь район, пьяный весь район,
Фух. Почему не делать вкусную водку, кстати, вы не думаете? Она вкусная, ну, до поры до времени. 81 из 88. Господи, сколько можно? Водка, мы бы, наверное, умерли. Продай стак бима. У меня есть стак бима. Сейчас я гляну, секунду. Это у меня есть глю. Глю. Морда. Мика. Арина. Я слепой. А, вижу. Полный магазин, я всегда один. Шестикрылый серафим, я курю бензин. Хромакит и хроматин, слово пластилин. Мою шоре жасмин, но я не Аладдин. Я не верю никому, кровь на карабин. Эй, Кавасаки дрифт, дрифт, это серпантин. Эй, голова болит, это мой лимит. Зодиак пластин, здесь никто не спит. Невероятно интересное предложение, молодой человек. Ой, братишка умер. Никаких чувств, блядь, никаких чувств. Никаких чувств, блядь, никаких чувств. Никаких чувств для вас, никаких чувств. Никаких чувств. Все, вспомнил это как его поговорку. Без лоха и жизнь плоха. Я уверен на самом деле, что и его, наверное, подороже можно было продать, но не хочу запариваться. Что там от себя, какие банки на 3К? Сегодня воду, но он меня не догонит. Я как джокер в колоде, делаю, что мне угодно. Заработаю бабла, будто бы молодой Мавроди. И не буду отдыхать, ведь я захочу еще больше. Эти кики на наши дикие, детка снимай Равсимен. Ты сегодня на Олимпе и попробуй прыгать выше. Если пусть меня не знают, то думают барыжи. Лича Карлоса на крыше, я оттуда всех поспишу. Ой, мисс, это прям вообще не то, что я ожидал, вот, честно говоря. Третье. Выберите режим прямой эфир. Четвертое. Нажмите начать трансляцию. Готово. Николай Басков уже в пути. Так. Уже темно, да. Двадцать 7%. И 2 стака.
Лиз, не надо. Да, даже болельщик сейчас дернул. Сейчас, секундочку. Варлок. Это хуйня. Типа, они там и так... Ну они подумали, я не знаю. Лично мне буст пиздец даст, если я первый буду апать. Какой? Мявки буст даст, потому что я мявка да, буду... мявки, базар нет. Блять, в банк. Короче, в банк. У меня уже фулл сет на хп. Надо было мявку закачивать, 51-ю. 51-й фулсет? Не, он, короче, 4 шмотки 53 и одна 52. Ну, надо 53-го апаться. Я имею в виду, что левел у тебя один. Причем до 52. Уважаемый, можно вопрос? Тупой. Давай. Мне тут чувак за 1 КК хочет у меня выкупить стак бима. Продавать или нет? Бля, ну это очень тяжелый экономический вопрос, брат, очень тяжелый. Там написано на ресурсе, сколько стоит продажа НТС. Наведи на бим и тебе... Да, 1 КК. Но цена зависит от налога. 1,3. Ну там типа с учетом налога он чуть побольше, наверное, тебе будет. Тупой народ, блядь, и что я могу еще продать? Мне люди подходят, я тебе тут Сбера, дай, сколько, блядь? Ну смотри, я сейчас продаю один бим, он стоит 11 650, умножь на 99. Вопрос снят, спасибо. Карин, там, кстати, знаешь, что было? Ты ушла сегодня из дома, и это... Перка осталась. 11 115 примерно стоит. Говори, что продашь за 1,5, все, и продавай, я не знаю. Народ по 1,5 продает его. Пошли и... Так, Вы нормально там справляетесь? Да, так, 2 МБ осталось. Дизи, сейчас зайду, где Дизи? Я его что-то не чувствую вообще. Напиши Тигору и Дизи. Реквием тоже, да, доделываете, я так понимаю, сейчас так. Да, я так, я бич. Да не бич. Бим продает. Развивается парень, как может. Я как бы будущий брокер. Я пока вас ждал, блин, 31 марта выпущу. Да, я пока вас ждал. О, кстати, форм сука, никто, прикинь, не покупает. Человек, который предложил 5 за кольцо, понял, с коробки вот это на 40 атаки, блядь, слился, сука. А я всем кажется. Она сейчас нас поняли. А у тебя вообще никакой бежи нет? Я 80 вес. Ну иди в задницу. Понди вот благодаря этому кольцу только 80 блядь. Ты имеешь в виду у него что там? Ну он еще один. Ну у тебя ты вот авантюрку имеешь? Я, короче, я что? Слышишь? Я, кстати, 100 самый папа, я, блядь, 100 как 110 или 111 разогнал. Благодаря этому кольцу урон. Ну с этим да. Но там так-то будет 120 максимально. 160. Что? Ты чё? Да. Но ты знаешь, что там что-то под 200 у балок и этих. У балок еще вверх есть. Посмотрим, на ком они первым окажутся. Ты понимаешь, братан? Балочки я, блядь.
ярости и драки, ну все надо. Так, вот не хэппи. Ща. Короче, там такой момент, что здесь есть вербал. То есть там, короче, жесть. Если он не поменял ничего, то здесь цита измененная. И плюс она акровская цита дает 0,5 бега. Да ну нахуй. Низ. Это грязь. А у блок нихуя, да? Да, не, куда булка, мы и так мобильные. В смысле низ? Вверх тоже дает 0,5 бега. Вообще-то есть, да, на ярости у них 0,5 бега. И еще на ярости, да. А на этих? Ну я то, что отдавал, типа, бежа, которая стихийка. 0,5 бега верха была. Верха тоже 0,5 бега? Да. Ничего быстрее нас бегают. Я типа продавал то, что за 200 шопа, когда вот ты отправлял, это был 0,5 бега. Сейчас. Силовой браслет. А? Стихийный силовой браслет. Можно вопрос, пока вы не ушли на кач? Да. Может ли кто-то из гильд Локи купить, пожалуйста, банки по 3К? Просто у нас нет в нашем составе. Вам Леопард что не покупать? Я могу дать тебе 2 стека. Давайте 4 стека там, ну, 3,5. О, закиньте ему, ребят, да. Мне они не нужны просто. Так, у Ну меня парень все. мучает с этой херней. Не, я типа денег дам, у меня с этим проблема. Я сейчас. Да перестань, что ты о чем? А, я понял, лечу Гыша. Типа, я считаю твоих мобов. Реквием ты где? Я был на слоу, сейчас могу в ГШ прыгнуть. Власти у банка у свиньи. Могу к аптекарю подойти. Ой, к клерку. Окей, понял. Бисуль, вы все? Ну я пока что все, да. Я собираю тут пачку. Я здесь. Я уже вниз убежал. Так, а вы Вы в ГЧ пошли? Спасибо. Ща, подожди, я продам мусору, а то у меня, блин, пол инвентаря забито. Не, мы сейчас ребят ждем. Типа, мы фулк пока не уберем. Понял. Так, а ты выполнил? Да. Я тебя видел. Вот. Выйди спать. Все, пошел тогда на СО дальше качаться. Кстати, да, еще один вопрос. Лучше на предателях или на СО качаться? 41-й. Конечно. На СО? Вас, вон, что, Зей тут тусуется с нами где-то здесь в ГШ, посмотри. Окей. Давайте, подходите все в ГШ, кто у нас с нами пойдет сейчас. Ребят, еще раз спрашиваю, вы в ГЧ собираетесь, да? Да, Юр, но у нас сейчас будет фулка. Мы ждем свою КПшку. Ты без КПшки что ли остался? Ну, получается, да. Channel switch. Sound muted. Получается, я один буду дальше плакать. Так, ну, нам хватануло, мы немножко сэкономили денег на следующие закупки. Это у нас получается... Владивосток 3000, Владивосток 3000.
Сейчас останусь перебафаюсь. И буквально вот на минутку отойду на кухню. Ну, просто чтобы бафы пришли, почему нет. Так. Ноги и руки. После стерилизации кошка становится менее подвижной. Ее метаболизм замедляется, что может привести к набору избыточного веса. Чтобы ваши любимцы оставались активными и здоровыми, важно правильно подобрать питание. Предложите им рацион Health Science Plan Sterilized Cat для стерилизованных кошек. Корм содержит особую формулу контроля веса, а также сбалансированный уровень минералов для поддержания здоровья мочевыводящих путей. Здоровье после стерилизации начинается с науки. И просто я разговариваю с Сори, и, блядь, у меня глаз падает на, типа, лежащее тело на полу, окутано в какую-то белую хуйню, и я понимаю, что это ебать труп, чувак. И я просто такой... Питер Пакер, эй, люблю Мэри Джейн, лечу только вверх, будто Питер Пен. Я плыву во сне, не чувствую проблем. Она хочет быть на мне, мотылек летит на свет. Она сияет ярко, быстро очень гаснет. Бенда будто гангстер, она любит драки. Нахуй мне слушать о том, что ты хочешь. Я сбиваю, принимаю наркотик. Нету любви для шалав, это просто. Лечу высоко, не успеешь за мной. Так много дури в стакане. Чапа на мне стреляет. Суки со мной не играют. Суки с огнем не играют. Класс. Все, скоро будем. Море слез, но не значит ничего. Голова использует без отдела, не счет.
считаю свои силы, без меня никто не кормит. Нам осталось по пути столько херачит дворник. Он не может отказать, ведь он совершил ошибку. Я испорчу вечер, я заставлю вас лететь. Ей не нужен секс и кирса на нашивке. Сколько нужно денег, чтобы получить улыбку? Знаешь, я не выхожу из дома, 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 я не выхожу из дома. Я не выхожу из дома, ведь я не выхожу из дома, ведь я не выхожу из дома, 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 я не выхожу из дома. Я выхожу из дома, как обрывками из кома. Просыпаюсь не в себе, надеваю свою тень. Я не выхожу из дома, от тела невесом. Топи меня во сне, забываю о тебе. Угадайте, кто вернулся, кто вернулся, кто вернулся. Так. Ох, думаю, что прям желудочек аж бобор. Я решил сходить, просто немножко в себя кинуть еды. Чуть-чуть. Так. Перед тем, как мы продолжим. Так. Мы пополам голые курим в ее хате, ее ноги на кровати, ее губы меня красят. Кажется, мы просто здесь тратим время. Я просто включил себе сразу уже стрим по AoC Creation, чтобы он просто был. Когда он там начнется, я увижу. Возвращаемся в дома, в которых сложно заснуть. Ты пытался свалить, но ее улыбка ртуть. Проснулся со звездой, засыпаем нищим. Слышишь, бабки тебя кличут, выжег всех, не стал добычей. Слышишь, сука, может я ближе к окну, но я хлебнусь тебе. Может я сделаю шаг, но стану ли ближе к мечте. Может я падаю вниз, падаю в руки тебе. Ну все, вперед. Я бы убил, я бы не знал, я бы забыл, выкинул вон, я не простил, я бы засветлил. Ну каково быть дураком, каково быть дураком, каково быть дураком, каково быть дураком.
Мечтаешь написать книгу, организовать выставку, накопить на новый фотоаппарат или запустить собственный проект? Теперь ты можешь собрать средства на любые цели прямо ВКонтакте. Зачем идти куда-то еще, если все твои друзья и подписчики уже здесь? Просто расскажи о своей 10 минут до старта стрима. делись на личной странице или в сообществе. Смотри подробную инструкцию в паблике Они почти в одно время умерли, так что... в разделе ссылки. Вряд ли они здесь особо быстрее резнутся, конечно. Голова как решето, голова как решето, голова как решето, голова как решето, эй, голова как решето, голова как решето, голова как решето. На мне полный магазин, я не выбираю жизнь, кровь из глаз прометазин, не хочу быть никаким, эй, маме больно видеть, я раскопал могилу, здесь есть место для двоих, я стисну зубы через силу, эй, крошатся мечты, эй, крошится лицо, примитивная душа скоблится Арида ресторан. Я перешел Рубикон, я не хочу назад, моя девочка так любит полицай, эй, голова как решето, голова как решето, голова как решето, голова как решето, эй, голова как решето, голова как решето, голова как решето, Один год я кручу город на хуе, каждый день работу, говорят я не в себе, думаю, хочешь денег, я шлю маме уе. Ты тоже хочешь все, но хуй ты сделал для успеха. Я устал играть с ним, я так устал играть с ним, мне нужно считать силы, мне нужно держать спину. 7 минут, господи. Блять. Ты хотел проблемы, я создал проблемы. Турун.
Четыре минутки. Осталось до начала стрима по Ashes of Creation. Ashes of Creation. Ashes of Creation. Этажом, выше этажом. Мое сердце лишь слухи о нем. Тюрьма класса люкс. Твои подры знают, что за дом. Ниже этажом, выше этажом. Реалити-шоу. То, что было в Вегасе, но спорта не касается. Когда еще нас занесет судьба, но не красавица. Широко открытыми глазами наблюдаю мазажи. Так, по скиллам. Бешеный удар ГМ. Теперь у нас хорошо. Засекание силы гнева. Ну все. Спасибо, я супер, мой город смолы. Тебе нравится, когда папочка добрый, ведь на всю эту хуйню веселей смотреть через дозатор. Вы увидитесь на лобном, чтобы погонять милой базар и перемыть все их косточки подробно. Подростки вот и думают, ебать, чего потяжелей, чтобы хоть на время выйти из этих тяг. Ты знаешь, куда бить, затем подцепишь саморазрушение. Мечи ты хоти, и тебе будет ништяк. Я вижу мертвецов, но я не экстрасенс. Почистил банку, очень высоко залез. Большие зажигалки, лишь снаружи шик и блеск. Криков не слышно, из стекляшек, но пока. Прям вот как можно крикнуть в момент, когда появляется моб? Прям в него, нахуй. Очень полезно. А как вкусно. Мое сердце лишь слухи о нем. Тюрьма класса люкс. Твои подры знают, что за дом. Ниже этажом, выше этажом. Реалити-шоу. Мое сердце лишь слухи о нем. Тюрьма класса люкс. Твои подры знают, что за дом. Ниже этажом, выше этажом. Реалити-шоу. Ты должен ходить на работу, должен пахать на уроку, должен быть тем и не этим, и твои заслуги отметить. Да, хорошо. Меня провинишь на битсе. В мешках под глазами только наличные, да. Бог отнял глаза, это честный обмен. План купить маме новый Кайен, да. Молодой, хвост, пьяные обозы. Эти дни, что я планировал, как ёбнуть вас красиво. Ну, не сложно было догадаться тогда, да, конечно. Мое сердце лишь слухи о нем. Тюрьма класса люкс. Твои подры знают, что за дом. Ниже этажом, выше этажом. Реалити-шоу. Мое сердце лишь слухи о нем. Тюрьма класса люкс. Твои подры знают, что за дом. Ниже этажом, выше этажом. Реалити-шоу. Турурун-рун-рун. 10 секунд до стрима. Ну давайте. Ну давайте, давайте. Посмотрим. Так, во-первых, я сейчас выключу звук. Во-вторых, здесь надо бы звук да погромче. О, блин, ну пошли видосики нахуй. Видосики.
Где мобы нахуй? Ладно, пусть будет так. Почему я уверен, что такое говно пока просто пиздец. Прям чувствую, нахуй. All right. Hello, everyone. Welcome. Добро пожаловать всем. Good to see everybody. Things are a little different here. Oh, really? As you can see, we are Они все из all дома играют? coming in from our home PCs, our home setups. Да. Домашних компьютеров. We've had an interesting journey the last couple weeks. We obviously put out a message that we're working from home, so we've been doing all of тоже that дома из дома pretty, работает. Smoothly, and you can hear my TeamSpeak going off. So things have been really exciting. We still are meeting our milestones. We're still dedicating this stream to you all. I just want to let you know that there may be a little bit delay and things of that sort because we are, VPNing into our office and things of that sort. So just keep that in mind and keep that expectation clear as we're doing this. But we really wanted to do it live. We talked about doing pre-recorded, and we were like, that's not really what we want to do. We want to hang out and show you and be able to do things live with you as you're asking questions and showing you guys those things as we're doing them. So just wanted to make that clear. But we're going to go through quickly some of the quick things for those of you who maybe haven't been watching us and this is the first time you're tuning in, or maybe this is the first time you're checking out Ashes of Creation. I'm going to toss it over to Steven to talk a little bit about that. Hello, everybody. Can you hear me okay? Am I working? Yeah, you're working. Yay. I hear you. All right. I am wearing pants. I am not wearing pants. I'm wearing a skirt. I'm also wearing pants. As Margaret said, we are working from home. We started that, last week on Monday, and California is under that stay-at-home order. So hopefully that gets lifted soon and everybody's doing okay out there in the internets. Is my volume okay too? My volume's fine, right? He's coming in for me. You're coming in for me fine. Maybe a little bit quieter. Okay. All right. I did just touch somebody says I just touched my eyes. I need not to touch my face. But it was really important for us. We told you guys before this whole coronavirus stuff went down that we were going to be showing off an early preview really of the Alpha 1 work that the studio's been working towards, and it was important for us to kind of make that Очень важно для нее является весь этот момент и прочее, говно. Obviously a little understanding that we're having to VPN into our on-premise server network, and that has the potential to make things interesting, and none of us are with each other at the moment, so that's another little interesting dynamic, but we're all used to it, we're all gamers, so we're gonna have a fun time. We're gonna take you guys through and give you some preview, a little early look of the Alpha 1 client, and we're excited to do that. I know Jeff and the team has been hard at work getting a lot of stuff ready and up to snuff to kind of start showing. As you guys know, we have been showing you over the past now almost 3 years since 3 years since Kickstarter is in May. Yeah. It goes by holy smokes. Holy smokes. Well, 3 years now, development towards getting you guys into what's going to be a pretty amazing experience. Это смешно.
you know, just watching the team come together and get stuff done has been pretty awesome. What do you think, Jeff? Yeah, I mean, this is kind of like a really great milestone for us because you do get to see that sort of like, okay, we're now in full gear, we're making real good progress, and stuff is starting to actually come together and feel really good. So it's satisfying from sort of a creative standpoint to see all that come together like this. So yeah, it's pretty awesome for us. Yeah, I think from my perspective, obviously I'm a newer member to the team. I've been here for over a year now, going on a year and a half, which is crazy still to me. I've blinked and it's happened, but I've gotten to do a lot of really amazing things and work with this team that, you know, some of them I've worked with for like 13 or 14 or 15 years at this point. Being able to hang out with them again has been really cool. This industry is very small, but I think from my perspective, it's been very different because I'm used to working on products where we're marketing them, you know, 6 months to launch or when the product's already delivered. And so this journey for me has been very interesting because it's open development. It's showcasing the, you know, the nitty gritty things that you like. You never show. Behind closed doors, you never ever show them other than to like maybe B2B business partners. So I think to me that has been a very interesting aspect of it. And it's been exciting being able to showcase that. Because I think people don't really realize how much work goes into everything that we do. So I kind of wanted to throw that to you, Stephen. You know, obviously this is like your 3-year journey, and this is your first time making a game. For Jeff and I, this is something we've done a couple times now at this point. What has been like the big learning experience for you? Yeah, let me answer that question. And just to give you guys a heads up, we're going to be jumping into the game, you know, shortly. Yes. Give us a few minutes. Unfortunately, we had a last-minute change, and we had to all pull down the new build, and that can take a little process and switch to VPN to do that. Steven's a little bit behind. I'm ready to rock and roll. To be fair, it just completed the download, and I'm extracting right now, so give me a second. But yeah, so. And we're going to be, might be a little bit longer of a stream because we're going to really take our time. So prepare your snacks, go grab them now if you need to. We'll be here. Yeah, this is going to be a longer stream. But no, to answer your question, it's been longer stream. You know, it's been an interesting journey. It's been a lot of the hardest I've ever worked in my life, and you know, it's definitely, you know, been a lot of fun. There's been great experiences had. I love the camaraderie that we have on our team, you know, the family atmosphere that we built from a culture standpoint. Вот плюс английского языка в том, что он классный. Конкретно в моем случае это... Ну, я понимаю, ну, процентов 80 текста. Не, может, процентов 60 простого текста, конечно, понимаю. Очень много опыта от создания разного дизайна, от инженеринга. You've done a great job. Yeah, you've been doing, and you're like willing to learn and listen too, I think is important because obviously a lot of us come in with like a wealth of knowledge from our experiences, and I think you do a good job of like taking that and listening to it, and then also taking your experiences in other industries as well and bringing that in. So we do have some questions in chat. People are asking, has Corona affected our milestone dates or anything like that? And I think from our perspective, I mean, if you don't mind me answering a little bit, we haven't really had too many problems currently. I think for us, we're very, very fortunate that like none of us have to like lose our jobs or not be able to work. We're able to do all of our work from home. There have been little things that we have to do differently because we're working from home, but in general, it has been really working very well for us. Now, there could be effects if this goes for too long, and I'll let Stephen talk a little bit about that because that will make a difference to us if we have to do this for a long period. Yeah. You know, just to keep a little transparency with our community, and we love our community. You guys have been with us, you know, since day one, and we always are capable of relying on you to give us great feedback, which is the whole purpose of transparent development. And, you know, here we have 3,300 of you guys watching, you know, this early preview, and I know that you're going to be very quick afterwards to jump on the forums, to jump on Discord, to jump on Reddit, and give us, you know, your thoughts and you know, your perspective from a player standpoint. But
you know, just to be completely transparent, the only real risk that is associated with, you know, the current state of affairs, the unfortunate state of affairs with coronavirus, is obviously going to be our hiring schedule, and it's difficult to onboard individuals to a work from home environment, directly to a work from home environment. Now, we've made some preparations in that eventuality that it should persist for longer than we anticipate. And we're able to cope with that going forward. But that's really the only risk assessment from the coronavirus. So just to give you guys some, you know, some And speaking on that front, if you are, you know, interested, I know there's some people asking about job positions. You can check out our site, intrepidstudios.com. Our career page has a list of all of our jobs listed there. We are pretty active on LinkedIn, posting often. Pretty much every week, and of course we also post on our other social platforms at Ashes of Creation, which is right here on the screen. So if you just keep up with us, we'll keep you informed about like what positions are available, and if you don't see a position there that is available, but you think that you would be a great asset to our team, you can also just email us at jobs@intrepidstudios.com. We are definitely always looking for talented people. If you know talented people that you think would be amazing for this product, we'd also love for you to kind of tell them to, you know, message us and we can chat. Hey, and you guys are great, you know, experienced players and gamers. You've played a lot of different MMORPGs. So the MMORPG community is a very tight-knit community. You're aware of the developers that you like from other franchises that you have enjoyed. So don't hesitate to ping some of those developers and say, hey, have you heard of Intrepid and Ashes of Creation? Yeah, they're working on something pretty cool. We know there are some people who have unfortunately lost their jobs as well, so hopefully we can pick up some of them. We've already reached out to some of those people as well, so you know, just keeping that in mind, we're definitely watching out for our fellow friends and family. This industry is very small, and a lot of us have played and worked on a lot of games that we love. So yeah. Absolutely. I am almost done extracting. It's a giant folder, but it's almost done. I can see it saying, I'm ready. And then he has to get his character all set up. But I think from our perspective, I just wanted to maybe toss this to Jeff to kind of talk a little bit about what people can expect while we do this playthrough. And I would just also like to preface again, this is a early preview of Alpha 1. There are a lot of things that we're going to be resolving. We'll talk about those things. It's going to be interesting. You're going to get to see the journey from here to there, and I think I'm going to have a lot of fun when I get to help create that video that's like, here's the time lapse of development and seeing every step of the way. It's already been amazing as is, but I think even from looking at our previous videos that we put out, I think you guys did one in 2018, end of 2018, around that time before I started. Yeah. And then now you're going to get to see this, and I think you're going to see some progress as well, which is really fun. Yeah, I might even go farther back than that. Yeah. What about our first combat one? That was a good one. Oh yeah, I know. Oh my! Actually, I think I took that YouTube video down. You did. We should repost it because it's great. You know, we should repost it. You know, that's a good point that Margaret makes. Is you know, the benefit of transparent development is you guys can go, you know, right now or after the show, you get to see kind of where we're at today and where we were, you know, a couple of years ago, from a development, from an aesthetic standpoint, from a system standpoint, you know, what we were showing then and today, and you can kind of just see just the progression. And you know, one of the things that I think you guys definitely value as spectators in this whole process is being able to point to, you know, progress, being able to point to us moving down the road to launching a game that, you know, all of us resonate with from a design standpoint, from a visual aesthetic standpoint. A lot of us spend a lot of our time, you know, as fellow MMORPG players, the free time that we, you know, that hard-earned free time that we have in MMOs, because we enjoy the highly social aspect of it, we enjoy the immersive nature of it, we enjoy, you know, the escape from reality, the suspension of disbelief, the fact that you can, you know, be Gandalf or whoever, you know. Yeah. You know, that's something that's important, and you know, we value too. So it's cool to have you guys along the way. And I'm going to answer some questions really quick here. There was a question regarding, so this is not Alpha 1, this is early iteration. Correct, this is not Alpha 1, this is an early iteration of it. So
there's going to be a lot more in Alpha 1. And if you follow our journey, ashesofcreation.com/news, we'll be posting stuff there all the time. There's going to be quite a few articles, quite a few videos that are going to come out before Alpha 1 that are going to explain some of the things that you're going to see at the iteration that you're going to see in Alpha 1. It's going to be really fun. I'm excited about it. I'm excited to really show off all of the races. There was some questions regarding dwarfs. I am going to be playing a female dwarf. You can have a beard as a female dwarf. I don't have one currently because we were having some beard problems, but I think it's going to be a lot of fun to kind of showcase all of that once we're ready. Yeah. We'll be also showing the creation of that and having people talk about what that was like. And just to give you guys, you know, some context here before we actually get into the game and play through, you know, it's going to be a nice, probably hour and a half long, you know, gaming session. It'll be a relaxing tour. Yeah, we just want to take our time here. But to give you guys context, you know, the end of 2018, we had our Alpha 0. And, you know, originally our intent was not to have the Alpha 0 map within the primary map. Really, it was more of a kind of a test level setting for us. And, you know, what you're going to see today, actually, we decided that there's going to be we're not going to say where in the world, but there's going to be somewhere in, you know, the world, an island or of sorts that will be the Alpha 0 map or some adaptation of it, and that's kind of what we're showing today. Is that small little place? So it'll be, you know, a little bit of an Easter egg. Those of you guys who were watching development from early on will be able to point to this area and go to this area and say, "Oh, I remember watching this stream in 2018. Sandal I Island. remember, you know, watching this early Alpha 1 preview within this area." So it's a great way to benchmark our progress. Ну, за сколько их смотрят? Сейчас я обновлю страничку, хочу посмотреть. 3,5 человек смотрят. And you guys get to follow along with that, which is cool. Speaking of which, I'll toss this over back to Jeff. I think we got on a tangent. Do you want to talk a little bit about what people can expect to see during this preview? Yeah, I mean, the kind of goal of this is to kind of prove out the slice that we're getting ready for Alpha 1 and make sure that, like, all the fundamental systems are working the way that we want them to, and then kind of get us situated for where we want to go from here towards Alpha 1. So here you're going to see a lot of updates to our UI. You're going to see new quests and new questing opportunities in the world. You're going to see really a lot more additional functionality in the node itself. I think when we've shown it before in Alpha 0, it was pretty basic. It could level up, and that was kind of it. Now we've got full caravan system, we've got the Mayworld system, we've got taxes working, we've got housing working, we've got service buildings working, so there's a lot of that stuff we're going to show. You'll see some of our new combat. This is going to show off, like, I would call it hybrid combat 2.0. We're still probably several revisions from it being complete. So like Maggie said, keep that in mind, that we are not to Alpha yet, and even combat from Alpha to Final will probably change some too. So keep an open mind on that, but definitely let us know your feedback on what you see. Yeah, so it should be a lot of fun. Pretty much. You might see a boss. You know, yeah, you might see a boss. We also have some other surprises for you, so stick around. But yeah, I think that from our perspective, it's going to be basically kind of showing you the journey, and you know, when you get to see Alpha 1, I think you're going to be really excited. It's going to be a lot of fun, and we're going to be excited to watch you all playing and to get all the feedback. We have a lot of stuff planned on that front. I know Toast has been working her booty off on that end and coming up with things that we're going to do on the community side. We have some really fun stuff coming down the line as well to get everyone excited whenever we get closer to there. So you'll see a ramp up as we get closer. All right, I am in game. Woo! Your body's ready. Let me. We'll be playing for a while, so, and you know, we'll take our time. Let me disable system messages for a second. And I am good to go. Where are you? I think she's down near the encampments. Yeah. And where's Jeff told me this morning. Полтора часа геймплея. Окей. Got it. I'm by the little fire. Oh, let me. I'm running. Are you a dwarf, Margaret? I am a dwarf. So want me to switch over to screen? No, that's fine. Just to also give you guys some context, you know, this is
none of this is like scripted or anything. This is as we always do it in Intrepid. We do it live. To my avail, I do not. Yeah. Steven knows how much I'm OCD and want everything organized. Margaret loves doing it live. No, I don't. She loves Sting and cut off their new album. And that's what we're gonna have to play us out here in a little bit. All right, I'm gonna turn the music on. Game. I'm gonna switch to our gameplay screen. Бля, что за залупа, бля. World of Vera. And the music will kind of go out whenever we are whenever I switch screens. So if you're hearing the music go in and out, it's because whenever I go off screen. That's something we'll have in the settings that you'll be able to choose later, but right now I can't choose that. Oh, okay. So we do have. Are they hearing the ambient music? Yeah, they hear the music, but when I switch to go to a different scene or something like that, I have to go off my monitor, and then that turns off the music, the in-game music. That's why. Oh no! Yeah. So we don't have in-game music on the large screen? No, we do. So if we're on, anytime I'm in the game, we're fine. It's just if I switch to do something on a different monitor, yeah. That's why they lose audio. I just wanted to make it clear to them that they're not losing audio. It's literally how it's set up right now, but it will change. So what you guys are seeing now is, one of the areas on this island that has some encampments that we kind of place for demonstration purposes. Там на заднем плане такие просто, блядь, 2D картинка. A lot of what's in Ashes of Creation is obviously determined by the actions of the players, the communities that they build through our node system. And as those nodes progress, which we're going to be demonstrating as part of this playthrough, as those nodes progress, they spawn new NPCs, they spawn assets that are connected not just within the node but at different points of interest. There are expeditions that go out from those nodes, and this particular island, as we like to call it, the Alpha Zero Island, this particular island right now has some of those points of interest that are activated, as you can see here with these assets, kind of based off of the progression of nodes that we've activated on the mainland. We're going to be just running through some of the quests. Right now we're in a little 3-player party. We have I think I'm going to play a cleric. I know, Margaret, you're playing a cleric? I'm playing a cleric, yeah. Okay, and I'm going to primarily I'm going to heal and do damage, but Steven will probably mostly be doing damage. Yeah, and keep in mind, this is an early look at the first alpha, so a lot of this stuff right now. A lot of the abilities will change, things like that, so keep that in mind. Right, abilities change, they get revamped, kind of the way. Нихуя, господи, блять, они все, что сделали за это время, перерисовали дерьмовую уишку в дерьмовую уишку. Ready for iteration and testing, and then every iterative pass we do another pass on things. So that includes animations, it includes FX, it includes UI. A lot of the stuff you're seeing today are first pass things, and that's kind of the purpose of the alpha, is so that we get feedback, we get metrics that we can look at, we get a lot of things that you as the player help us to test, and it's a very important component of creating an MMORPG, because some of the things that I've found in the past as a player with regards to MMOs that I've played is that it feels like a lot of things get rushed at the end of the development, or they don't take a lot of эти еле-еле двигающиеся эти флаги, которые стоят, это так смешно нахуй смотрится. The project becomes susceptible a little bit to things that probably should have been changed early on. So there are questions regarding why people said we looks kind of like we're floating. I don't know if you know about that and how that's going to get resolved. Yeah. Эти анимации. They're not actually floating. It's just the shadows are a little bit weird. Yeah. I just wanted to, because people are asking. Some of that also has to do with the collision that's on the terrain. Some of that gets touched up a little bit as well. So you want to look at the tent? Or look at the dwarf? There's a little dwarf. See, he's so cute. There's a little dwarf. Oh yeah. Oh, yeah. So big reveal, by the way, with this dwarves alpha are dwarves. So we have Margaret is a little female dwarf. I can become a male dwarf, I think, but I don't want to risk that. Don't break anything. Yeah. There's one race that
looks a little scary. So maybe I can go behind the corner and test it first before I show the stream. Get your phone booth. Yeah, Get your phones out. So you said, "Oh look, Sergeant Allen is waving me down. I'm gonna talk to him." Yeah, he's got a quest for us. We can go take it. Okay. So, where's this quest gonna take us? It's gonna take us down the mountain into the forest, and then eventually to a very, very early baby node, and we'll check it out. Ooh. Guards are keeping warm around the fire. I dig Hey, this. keep in mind, guys, we are unfortunately, because of the lockdown, having to VPN, and that could inhibit some of the quality of the stream that you guys are seeing. That includes, potentially some shakiness. What we're gonna try to do next week is probably put together a little short, 8 to 10 minute, pre-recorded footage of this same kind of thing. Because on my end, it looks beautiful and smooth, but it's like the VPN for the internet for like streaming is the problem, really. And then next, maybe we can figure out what we can do next month and see if like we can make something better, but we'll see. Yeah. Definitely will get you guys some video footage that looks. I think I got a quest. Did you get your quest? Can you pop out your I got quest marker, Margaret? Yeah. There you go. It looks like I've got narrative findings. Shared it with the party. Oh, thank you, Margaret. You No shared the problem. quest with us. Because we're a group, so we have a group. And now we go out into the world, and Okay, it's let's scary. be careful as we go out here. Stuff isn't entirely tuned, so just keep that in mind too. Yeah, exactly. From balance perspective, some of these creatures, I think there's a particular little rabbit out here that's. He's a murder rabbit, yeah. Very, Just very stay deadly. away from him. I think there's a one-shot combo on that dude. Yeah. There's a little flangler. Let's kill Some him. of you guys Let's kill him. early on will notice the flangler bud that is sitting there is dangerous. Ох, этот графон. Move up to him. He'll just pop out of the ground and say, "I would like to eat you." Oh, and there he is. I don't want him to eat me. Ah. Nice. Very cool. Oh, we managed to survive that dude. Oh yeah, we didn't get attacked by him. Maybe Corey fixed his radius so he doesn't murder our faces. I don't know. It's a good question. There are probably, up here. Ooh, I see a little I see a resource. node. Reminder that this is not fine. This is not final, but yeah. Well, you should grab us some ore because I think you can probably. Randomly throughout, you're gonna get gatherables. You can sell them to the merchant. Oh yeah. Well, Use them to craft. I might want to keep them so I can craft things. Somebody said it looked like a pile of poo. Well, poo in a way is ore as well. It can be very valuable. Very valuable ingredient for nurturing the growth of certain plants. I mean, rocks I guess can look kind of like poop sometimes. I don't know about poo. Yeah. I don't know what kind of poo you having, but maybe you should see a doctor. Oh, you want to see my bag? Well, I'll be showing some of that stuff later. Знаете, как больно на это смотреть? Yes, there's going to be a lot of stuff to go through in this stream. We're going to take our time, kind of. There he is. Watch out. There he is. What, the Ma? Or Yeah. did you bring Ma? Let me pull him over. Well, now I got two. Sorry, wrong one. Uh-oh. Nice. Uh-oh. It's okay. I will heal you. You're fine. Yay. Heals for you, my friend. Yay. Yay. I tend to play healers or tanks in games because I like control. I don't want people to die. So this guy, what does this guy give us? Gonna give me a grief Let on. us jump off this mountain. Nice. Get to the bottom real quick in style. And then So for those of you who wanted to see my inventory, this is the iron ore that I got, and then this is the flying mount. Sorry, go ahead, Steven. That's okay. This particular island is rather vast, and for us to kind of run through the whole thing would be hours potentially of, many hours show the of view. us running around. So to kind of get us to,
you know, the action and kind of what we have planned a little bit, we're going to take to the skies. You wouldn't actually get the Griffin this quickly. And just so you Correct. know, that horizon over there is the ocean. Wait We're for gonna us, go Margaret. all the way over there. I know. I'm Yes. just showing them what you're talking about. Let us fly together. I will fly together with you. I'm gonna fly lower, right? Yeah. Now, right now, we do have a royal status because we're GMs and we can do that. And that lets us kind of fly around on these pets. Otherwise, for those of you guys who own, you guys may notice this guy from Apocalypse. For those of you guys who own this Griffin, which Get in front of me. There you go. you will be able to glide with these particular mounts if you're not a royal status, royal title player. They're very sassy sounding. I apologize. They just like to express themselves. Как же они хреново нарисованы, блять. Господи. Oh, there's a beautiful river down here. Oh, the water is so pretty. Как ужасна вода. What's along the water's edge? That sounds like a book, like the intro to a story. And Господи. It's just a cosmetic. It doesn't give you like faster speed or anything. And you have to own the Griffin or the flying. Yeah, you must earn the base mount before you can apply skins in the game. So nothing in Ashes of Creation is pay to win or pay to convenience, and that is a staple we have held true since the beginning, and will continue to do Just so graphical. until the very bitter end. No, I'm just kidding. Tank Jeffrey. Very angry troll. Extermination. God, the flowers are so pretty. Okay. Exterminate. Uh-oh. What did you do? I think you know. Моб, Oh, no. который... Не, он бьет. Of course. Слава богу, не просто так стоит хотя I бы. forgot something back at base camp. I'm gonna go grab it. Alright. Would you forget? It's okay. Jeff and I can carry. Alright, Maggie, it's you and me for now. We'll wait until Steven gets back. It's fine. We got this. We can just farm. Я some не знаю, stuff while почему я we're так waiting. удивляюсь. Я типа знаю, что говно покажут какое-то, но... We don't have a release date for those asking in chat. We will let you know when we do. Let us hit alpha first before we do anything with releasing. How about that? Yeah, I mean, even though this is kind of a big area and it's all pretty well spec'd out, there's still a lot of content left to build. So that's kind of where most of our work is going to be going in the next several times. For those asking what my quest was, see, I can open it here, and my quest is currently finding Winstead. So I need to find Winstead and talk to Commander Zephyron. Because people are asking in chat what it was. Хули вы встали-то, долбоёбы? Yeah, they sound grumpy. Jeff, would you summon me? I am Steven Sharif. Are you? Space Sharif. Well, thank you. Oh, you knocked me down. Yeah, he's very mean. My mic not? Your mic's coming through. They're complaining. A lot of people complaining they can't hear me very well. You might want to. It's weird because you sound really clear to me. Yeah, you sound clear to me. You might want to turn up the volume a little bit. It's for pretty text. loud. Okay. What's going off in chat? I don't know. Oh, an innocuous flower as well. Ой, пацаны умирают. Right. Okay, good. They said, say I yeah. sound I good. think it's someone else. Don't listen to everything everyone says in Not. chat. You mean I can't believe everything on the internet? Yeah. Because if Steven, if you look at my screen, because you can see my screen, you see the levels. You're like equal to my levels, so there's no way that you can be quiet. You're actually higher than me, so I don't know. Okay. Like when you talk, you can see your Sweet. levels. So where? I mean, this quest is trying to take us to do what again? So we need to go to Winstead. Commander Zephyron, he's got some issues happening with. That's my daughter.
Oh yeah. The beauty of doing work from home, you're gonna hear dogs barking, kids running around. Oh, baby bard. Baby bard. Does she sing? Ooh, can we kill that? She sings send a coin to your Oh, no, witcher. that's fun. I should teach her that song. I know. Ooh, I think there's a resource up here I can grab. So guys, this quest in particular, kind of gives an example. Oh, you got some flowers, or what is that? Mines. Yeah, it's mine. It's an orange. This particular quest is kind of an example of kind of how the node propagation spawns, quests that send you out into the wilderness to help develop the rest of the world, because it's all about. Here's some more ore. I'm gonna grab some more. Oh yeah. Actually, you can do it, and I can watch you. All right, I will do it. The whole idea is to develop the world, right? His mic does keep doing that though. Now you got quiet all of a sudden. That is on your end, Steven. Like you are like coughing or something. We just went over the node, or we went over the chunk, so that's why we lagged. I do not have. Now you're good. Coronavirus. Okay. Steven. What? This is why we're social distancing. What was I saying? Oh, so there's an encampment or a camp out here that the world is trying to encourage players to spread out and develop, because as you spread out and develop these nodes, new content gets unlocked, new recipes can be discovered, new resources can be what is that? Moved throughout the world. What is what? There was something scary sounding. Also, there's a plant over here. There's a Grab troll over here. Okay, I'll grab the plant. We will need these a little later. Okay. He's very angry sounding. Oh my gosh. Ooh, can we kill the kitty? Yeah. Oh, I see a horse ahead of us. Who is that? Where's the kitty? I don't see it. Right here. Back here by me. Back? Oh, okay. Sweet. Oh, I got slowed. Oh, we got mushrooms. Oh, snap. Bring him back over here. Out of the water. Those mushrooms have always been a favorite of mine. Yeah, I'm a big fan. They've got character. I love that they're. Oh, I gotta show them the dwarf jump whenever we get out of combat. Yeah. I forgot to show them. I don't jump a lot 'cause I don't want anything to break, but you guys need to see this. It's really cool. One sec. Gotta get out of combat. Okay, here. This is so awesome! Ah! Sorry, I get really excited. Sorry, I got really excited. He was walking into me, or Jeff was walking into me. There is collision on people, so like you could push someone around. Jeff was pushing me. Ладно, хватит на Look how pretty сегодня. these flowers are. Like, can I just build a home here and live here? А я сейчас включу кусок говна.